Всем привет, меня зовут Щербаков Артем, и в этом видео я хочу рассказать про свой темплейт для сведения. Темплейт постоянно меняется, что-то я добавляю, что-то убираю, так что это последняя версия темплейта на сегодняшний день, и завтра он уже может выглядеть иначе. Темплейт начинается с барабанных треков. Это дорожка для внутреннего микрофона бочки, для внешнего микрофона бочки, для верхнего микрофона малого барабана, для нижнего микрофона малого барабана, для хай-хета, для первого тома, второго тома, для райда, для оверхедов, для рума и для монорума. То есть это базовый такой набор. В зависимости от проекта я что-то добавляю, что-то убираю. Помимо этих барабанных треков есть также треки для барабанных сэмплов. По умолчанию они скрытые, потому что я не всегда ими пользуюсь. Это сэмпл бочки, сэмпл рума бочки, сэмпл малого барабана, сэмпл рума малого барабана и сэмплы румов для томов. Для сэмплирования я использую триггер с заранее заготовленным набором сэмплов. Также триггер у меня установлен на каналах для томов, как правильно, я не знаю. И я их использую исключительно как гейты. Вот. Как вы видите, на барабанных треках уже назначены посылы. Посылы эти на компрессоры, на дисторшены и на реверберацию. Сами эти каналы пока скрыты, и я покажу их и расскажу в следующем видео. Далее идет VCA фейдер для барабанов, который будет управлять громкостью барабанных треков, режимами соло и mute, после того, как я их соберу в группу непосредственно в проекте. Далее идет барабанная группа, в инсерте которой уже назначен эквалайзер, но еще не активирован, для того, чтобы в любой момент я мог им воспользоваться. Далее идет VCA фейдер для бас-гитары, затем группа для бас-гитары, потому что чаще всего это несколько треков, которые мне нравится собирать в группу. В инсерте этой группы также уже установлены плагины, на тот случай, если захочу ими воспользоваться. Это Kramer Master Tape, SSL Channel Strip и API 550 от Waves. Далее идет VCA фейдер для гитар, VCA фейдер для лид-вокала, VCA фейдер для бэк-вокала и VCA фейдер для клавиш и дополнительных эффектов. А далее начинается самое интересное. Это 4 группы A, B, C, D. В группу A чаще всего приходят лид-вокалы, бэк-вокалы и клавишные. В группу B чаще всего приходят барабаны, бас-гитара, перкуссия. C – это для гитар, D – это для того, что я хочу сделать шире. Разумеется, это не я такой умный. Автором этого подхода является Майкл Брауэр. И если вкратце, суть этого подхода такова, чтобы собрать и скомпрессировать то, что составляет низкочастотную часть микса, среднечастотную часть микса и высокочастотную часть микса. В каждой группе назначен свой компрессор со своими параметрами атаки и релиза. В оригинале Майкл Брауэр использует на группе A NIF 33609, на группе B это дистрессор в режиме British Mode, на группе C это Pendulum ES8 и на группе D это Edward TF Pro P8. В плагинном исполнении есть NIF 33609 у UED, есть еще у MCDSP, есть дистрессор, но без режима British Mode. А Pendulum и Edward нету вообще. Но и пофиг, свет клином на этих приборах не сошелся, поэтому можно использовать сам принцип, а компрессоры подобрать из тех, что есть. К примеру, на группе A у меня стоит NIF 33609 от UED. На группе B у меня стоит дистрессор, но тут я попытался изобразить что-то в духе British Mode. Не знаю, как оно в оригинале похоже или нет, но мне нравится. На группе C я использую Fairchild 670 от UED. Он гораздо медленнее, чем Pendulum, но пока он меня устраивает. Возможно, я его на что-то поменяю. И на группе D я использую Telectronics LA2. Помимо компрессоров, на группе A также есть Pultec. На группе B у
меня стоит аналог API 550 от Overloud. Можно использовать с эквалайзером, можно использовать без него. И на группе D у меня стоит стоковая Pro Tools-овская стереорасширялка, потому что в оригинале у Advert есть своя стереорасширялка встроенная. После стереорасширялки стоит еще SSL channel, но исключительно в режиме гейта, потому что LA2 немножко шумит. О том, как настроить компрессоры и эквалайзеры в этих группах, вы можете прочитать по ссылке, которую я указал в описании. Но если вы хотите, чтобы я снял об этом отдельное видео, дайте мне знать об этом в комментариях. Далее идет VCA фейдер, который будет управлять всеми предыдущими VCA фейдерами. Затем идет микс-группа, 2 мастер-фейдера и 2 аудиотрека для записи миксов. Об этой части темплейта вы можете посмотреть в моем прошлом видео. На микс-группе у меня назначены, но не активированы SSL компрессор, Chandler Curve Bender, Kramer Tape, Ampex ATR 102 от UAD и NLS Bass в режиме NIF. Разумеется, я не использую это все вместе, это используется по отдельности в тех или иных случаях. Также тут стоит VU-метр, просто чтобы был чуть-чуть ориентироваться. Про лимитер тоже я рассказывал в предыдущем видео. Он нужен для того, чтобы записать громкий микс. Также на аудиотреках для записи миксов у меня стоит SonarWorks. Это плагин для корректировки АЧХ наушников или мониторов. И так как я иногда работаю в наушниках, этот плагин имеет место быть. На этом все. В следующем видео я расскажу про роутинг, покажу параллельную обработку, пространственную обработку, и в целом мы завершим экскурс по моему темплейту. Дайте, пожалуйста, знать, что вы думаете о моем темплейте, расскажите про свой темплейт, и если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра!